Поехал, я получил номера на мотоцикл и рванул сразу в свое путешествие в Грузию. Казалось бы, вроде бы только права получил и сразу поехал, но этому предшествовала такая целая большая трехлетняя история. Вот ради таких дорожек и стоит путешествовать. Кайф, просторы. Hello guys. Hi. Hi. How are you? Yeah, fine. Is it good road? Okay, maybe. There's some big water pool. Слишком глубоко, говорит, здесь, типа. На твоем точно не пройдешь, слишком рискованно. Изи-пизи. Но какая красотень, а? Офигенский маршрут. Ребят, кто делает, тет респект. Но, Андрюша, интуиция тебя не подвела. Держись. Фу. Это было стрёмно. В такие моменты не жалеешь, что ты не шоссе не купил, а хотя бы кроссовер. Ну так вот. С терминала мы забрали. Едем в сторону Туапсе. А итоговый маршрут у нас в Грузию. Через... Ну, собственно, через единственный пункт, который может заехать в Владикавказе. Первые дни я решил, поеду по плану. Ну, в смысле, накидал совместно с ChatGPT. Кстати, очень удобно планировать, потому что в последнее время не люблю перечитывать 100-500 миллионов форумов, маршрутов, кто что, там карты местности изучать. Столько времени на это тратится. То есть я ему просто в ChatGPT закинул, что я люблю природу, не люблю я города, люблю красивые виды, там, дикую местность. Вот. Хочу доехать от Адлера до Степанциды за 3 дня. Вот. С 2 ночевками. У меня бах-бах-бах-бах. Он говорит, вот тебе так-так, остановить здесь, покушай здесь, посмотреть вот это. Что-то мы куда-то заехали в какой-то перт. Ну, проверил я секретный пляж. Он оказался настолько секретный, что закрыт забором. Вот, собственно, фейл ChatGPT, что он про это не знал. О, какой видок. Найс. Вот за такими видами и на мотоциклах ездим. Ну, как я. Нравится мне как раз вдоль моря. У нас в Москве и области такими не поездишь. Все сворачивать надо. Что-то я увлекся дорогой. Не смотрю за красотами. Бывает такое, залипаешь на маршруте, как будто надо доехать куда-то побыстрее. И куда спешить не очень понятно. И забываешь смотреть вообще в округе, что происходит. Куда ты приехал? Ты же не просто рулишь. Вот. Кайфануть хочется, расслабиться, получить удовольствие от вождения, от красот вокруг, где-то от узнавания чего-то нового. Бывает, залипаешь, все, только дорога, обгоны, трафик, скорость. Думаешь, зачем это все? Это все можно было сделать и у себя дома, не отходя от кассы. Куда-то я помню этот мост. Очень знакомый. Красота какая. Кайф. Просторы. Такое ощущение, что я его когда-то проезжал, но не помню когда. То ли какой-то похожий приезжал. Видок отличный. Это, наверное, Лазаревская какой-нибудь. По карте не
непонятно. Ну так вообще кайф ехать. Когда не уперся ни в кого. Едешь, хочешь медленно, кайфуешь, виды смотришь, хочешь быстро. Я дороги не знаю. И опыт маленький. Поэтому еду помедленней. Но нет задачи порвать здесь все пределы скорости и пространственный континуум. Вообще, мне кажется, путешествия как бы... Ну, у всех, конечно, разные, но мой формат путешествия — это кайфовать, смотреть, наблюдать. А при этом еще на мотике едешь хорошо, обдувает. Сейчас вот уже ближе к вечеру попрохладнее становится. Единственный минус серпантинов — это, по-моему, круиз-контроль не включишь. Ну, вернее, можно, но толк от этого будет чуть больше, чем 0. Так чувствую, что у меня уже хочется пальцем размяться. Ну, может, пора остановиться где-нибудь за 1,5 часа. Ну, в принципе, да, кафешку увижу, посидеть, чайку попить. Приезжаю я в Туапсе сильно заранее. Где-то, наверное, в часов 6-7. В гостишку позвонил. Целых 350 рублей сэкономил от цены. Вот. Интересно, конечно, они торгуются. Ну ладно, нет. Не принципиально важно. Но 350 рублей все равно приятно. Ну, кстати, владелец гостиницы тоже мотоциклист. Сейчас, небось, байки какие-нибудь травить будем. А может, и не будем. Завтра утром рано вставать. Хочу перевал переехать с утра, чтобы, во-первых, не по жаре, а во-вторых, в час работы начинаются рабочие звонки. Хочется до этого времени спокойно все проехать, не спеша. Ну, может, не все, но большую часть. Перевал, честно говоря, непонятно какой. Может, асфальт, а может, грунтовка. Что больше всего не люблю в потоке ехать, особенно за фурами. Запах такой. Это все нескончаемый какой-то, не знаю, мазут, бензин с тормозухой, все перемешано. В общем, ни разу не парфюм. Дорога выходит опять к морю. С видами. Или с видами. Лучше с видами. Мне так больше нравится. Не, вообще, конечно, серпантинчик кайфовый. Вполне себе комфортно ехать. Пробки, конечно, есть, машин много, но не то чтобы нон-стопом. Вполне проехал минут 10 по пробочке, потом едешь нормально. Но с мягкой подвесочкой даже вполне себе. Давление не стал спускать, что-то 6 километров проехать, потом опять надувать. Как-то лениво. В такие моменты не жалеешь, что ты не шоссе не купил, а хотя бы кроссовер. Едешь себе и едешь.
Не рассчитал. Мое увлечение мотоциклами, увлечение началось, наверное, давно, лет там 10 назад, может 15, когда первый раз я на Бали взял скутер и понял, что кайфую я от этого процесса. И не хочется мне с мотоцикла слезать. Все время, когда приезжал куда-нибудь в Азию, где можно было без прав ездить, все время это делал. Вот. А год 3 назад как-то случайно попали всякие видосы про мотопутешествия. Вот. И я, соответственно, захотел себе такого. Захотел сесть на мотик и поехать куда-то далеко. Ну и начал себе смотреть там мотики, выбирать. Поехал, сдал на права. Вернее, думал, что сдам. Оказалось, что надо теорию сдавать. Вот. Теорию я попробовал, понял, что я эти билеты и не помню, и не сдам. Вот так я тихим сапом потихонечку к этому подбирался. В том году уже решил, что все. Короче, уже точно надо заняться этим вопросом, сдать на категорию и поехать путешествовать. Ну и первая моя попытка оказалась неудачной. Я попрактиковался один раз, понял, ну я же ездить умею. Вот. Ну, в принципе, этот один раз я там проехал все, что нужно. Приехал на сдачу и запоролся на ерунде. Начал упражнения до команды инструктора. Ну, просто вот банально незнание, как проходит экзамен. Второй раз я уже запоролся на 8-ке. Я ее проехал, но, как оказалось, как мне сказал инструктор, я колесом заехал на линию. И, собственно, третий раз я понимал, что это мой последний раз в этом году. Видимо, из-за этого напряжения я просто не проехал 8-ку. То есть я из нее выехал. Вот. И обломался у меня покупка Туарега. Если кто-то видел на моем канале, я изначально планировал покупать Туарег. Делал обзор всех Турендуро на рынке. Первое место у меня занял Туарег 660. Классный мод, вопросов нет. Я даже сделал предзаказ уже на него. И когда вот пошли вот эта чехарда, что я первый раз не сдал, второй раз не сдал, вот, я притормозил, я говорю, слушай, давай я право получу и тогда внесу тебе предоплату за мотоцикл. Ну и третий раз я не сдал, я говорю, слушай, мужик, извини, ну, в общем, такая ситуация, что в этом году я без мотоцикла. Ну, потому что год как-то сидеть и смотреть на мотоцикл сомнительное удовольствие. Зачем так делать? Ну и думал, что как раз это уже была осень, сентябрь, по-моему. Уже скоро ИТМА, может быть, что-то новенькое выйдет интересное. Возьму. Ну и, собственно, на ИКМе-то и вышли новенькие интересные. Ну, во-первых, появился V2S новый от Ducati. Во-вторых, появился целый новый класс легких адвенчеров. KTM 390 анонсировал свое обновление. Уже вполне себе интересное, даже по анонсам. BMW своего мини-гусенка анонсировали. Ну, в общем, какая-то движуха пошла в этом направлении. И
показался движуха интересной, потому что если мы берем, например, какие-нибудь Сейфмото 450, по сравнению с Туарегом, ну, небольшая эта разница на самом деле. Туарег там 206, Сейфмото, ну, там 200 или 198. Ну, на самом деле, не шибко. А вот по сравнению с малокубатурниками, которые 170, это уже интересно, потому что я планировал брать мотоцикл в том числе и для оффроуд путешествий. А там вес сильно упрощает задачу. Ну, я подумал, о, классно, подождем, что будет происходить с этими легковесными адвенчерами, турендуро, вернее. И закажу там зимой. Зимой стало понятно, что BMW свой не выпустит к лету точно. КТМ под вопросом, у них тогда начались эти истории с банкротством. Я решил, что ладно, легкий турендуро я, конечно, возьму, потому что мне такой формат путешествий не только по асфальту нравится, но очень уж хочется в этом году уже ездить и уже сгонять в какое-нибудь путешествие, может быть, без лютого оффроуда, но уже кайфануть. Я подумал, что, ну, возьму я себе какой-нибудь кроссовер, на котором можно удобно ездить по дорогам, удобно ездить на дальники. Ну, все эти злые турендуро, как известно, они прекрасно до внедорожья, но имеют некоторые нюансы на дорогах. Ну, открыл свой обзорчик, собственно, понял, что у меня ближайший кроссовер в топе — это Triumph Tiger GT Pro. Ну и, собственно, вышли на EICMA V2S новая Ducati, новая Intiха Honda 1100. С этими запросами я и пошел в компании, занимающейся перевозом. Ну и стало понятно, что Intiха и V2S, ну, в лучшем случае, к концу лета смогут приехать с аукционов, потому что их там, естественно, сейчас нету. И когда появится, неизвестно. Но в наличии был Tiger GT Pro 24 года, обновленный. Я как раз обновленный хотел, там исправили кучу всяких косяков предыдущей версии. Я его и заказал. Ребята сказали, что приедет он ориентировочно в мае. Я подумал, ну, прикольно. Соответственно, в апреле сдам экзамен. В мае уже буду ездить на мотоцикле. Но не тут-то было. Наши доблестные ребята, которые принимают экзамены, тоже веселые парни. Они всю весну, которая была, ну, потрясающая погода. Можно было уже сдавать, собственно, с марта. В марте было уже плюс 25 местами. Они не открывали сдачу. Сказали, нет, в начале лета. Начало лета по факту оказалось аж конец июня. Что, конечно, немало меня опечалило. Ну, ладно. Мотик приехал. Пока стоял, пока я его заказывал всякие для него дуги и прочее, готовил к путешествию и сдал экзаменом. Но меня обрадовали еще одной штукой. Сказали, Андрей Михайлович, вы запороли свои 3 попытки в том году, и в этом году у вас 1 попытка.
Если не сдадите, то через год только в следующий раз. Ну, формально, конечно, через полгода, но так как полгода это будет зима, зимой никто не принимает, то вот по факту, если не сдаешь 3 раза, то дальше у тебя раз в год попыточки. Что, конечно, добавило мне немало напряжения при сдаче. Я понял, что я нервничаю. Ох, какая красота! Ну, уезжаем в какие-то волшебные места. Уже такие горы посерьезней. Ну это, наверное, Кавказский хребет идет. Ну, красотища, красота. Ну вот, я приехал на сдачу, теорию сдал без проблем. На практику выезжаю чисто размяться, понимаю, бух, 8 не прошел. Ну, потому что нервничаю, тело зажато, и мотоцикл не едет. Ну, я думаю, надо, короче, расслабиться. Думаю, ну хрен с ним, блин. Не сдам, так не сдам. Ну, значит, буду смотреть год на мотоцикл. Ну, значит, не поеду в путешествие. Ну и значит так, все. В общем, убрал немножко вот это вот. О, кафе, трам-кафе. Убрал ответственность за результат. Вот это лишнее напряжение. Немножко себя взбодрил, выехал. Вот, на 8 меня немножко поколбасило, конечно. Но в целом удержался, проехал. Инструктор сказал заветные слова: вы сдали, 0 ошибок. И я, даже не веря своему счастью, отправился ждать получения заветного кусочка пластика. Ну, где-то через недельку мне пластика выдали, но это уже было вот от текущего дня, наверное, чуть больше недели назад. Поехал, я получил номера на мотоцикл и рванул сразу в свое путешествие в Грузию. В Грузию мне все равно надо было ехать, у меня здесь мероприятие. Но я планирую долететь на самолете. Думал, блин, что я на самолете сейчас? Вот как бы мотоцикл будет. Ну, я очень рассчитывал, что он будет, что я сдам права, все дела. Но хотя все реально на ленточке получилось. Могло получиться совершенно по-другому. Но получилось как получилось. У меня есть права, мотоцикл подготовленный. Съездил я, поменял. Ну, подготовил там ТОшечку сделал, подготовил к путешествию. Это было буквально дня 4-5 назад. Узнал, вернее, как узнал, я помню, что есть мотопоезд, автомотопоезд до Адлера. И подумал, что, блин, не хочу я по трассе пилить М4, по ней уже ездил. Ездил не раз. Соседняя трасса, которая до Астрахани, тоже ездил. Ну и, собственно, нахрена мне это все. Вот, лучше я поезжу по прекрасным серпантинчикам от Адлера, вот по таким офигенным местам, нежели буду я по этой трассе пыхтеть пару дней. Так и сделал, купил билет. Кстати, ну, очень недорого. Я не знаю, сколько транспортной компании будет, но там надо всякие вот это обрешетки, все дела, сдавать его, распаковывать. Очень не хотелось этим всем заниматься. А тут 33, приезжаешь со всеми сумками, со всеми багажом, его просто в вагон ставишь и потом приезжаешь, его также забираешь. Никаких проблем. Ну, то есть, по факту, у меня там поезд был, отправление там в 10 утра. Нужно было вечером его накануне сдать. Я приехал вечером, сдал. На следующий день мне в любое время можно было улетать, но я вылетел днем. Ближе к вечеру я уже был в Адлере. Погулял там пешкарусом, переночевал.
И в 11 часов я уже забрал, ну не в 11, в 11:30 я его забрал с вокзала на мотоцикл, одел вещи, с собой никакое мотоснаряжение не тащил, поехал с маленькой сумочкой с документами. Вот. На вокзале переоделся. И где-то в начале первого я уже ехал первый километр своего маршрута по направлению к Туапсе. Вот такое начало моего путешествия. Казалось бы, вроде бы только права получил и сразу поехал, но этому предшествовала такая целая большая трехлетняя история. Ну, кстати, еще не рассказал, я же хотел не только вот по таким дорогам ездить, это тоже прекрасно, но меня прельщает оффроуд, дикие места. Конечно, на Тигре GT-шки тоже куда-то можно заехать, но, в общем, это кроссовер. Это не тур-эндуро, какие-то серьезные бездорожья. Уже на нем не поедешь. Ну и на самом деле, спустя время я понял, что по-хорошему надо отдельный мотоцикл, который подготовлен по бездорожью, который стоит на шашке, который отправляешь в транспортные компании и не пилишь какие-то сотни тысяч километров до места, потому что на шашке это неудобно, небезопасно. Так, главное поворот не пропустить. Ну и тащить вот это отдельно с собой резину, там переобуваться, ехать на то и на это, изучить как геморрой. Если есть возможность, то проще либо вот так мотопоездом, либо транспортной компании. Отправил его, потом уже на шашечке спокойно едешь по оффроудным маршрутам. Ну и, собственно, я решил, что вот куплю, скорее всего, КТМ, а может мини-гуся, не знаю, как выйдет, не посмотрим. КТМ пока выглядит 390 новый как вполне себе интересный вариант. Хорошая подвесочка, хороший вес, сил достаточно, чтобы ехать оффроуд любой, достаточно, чтобы доехать до этого оффроуда. Да, по трассе некомфортно, но и по трассе, я уже сказал, особо смысла нет. А так, по обычным вот таким дорожкам там доехать и обгонять кого хочешь, вполне себе реально. То есть до 160 он там едет, по-моему, даже чуть побольше. То есть запас разгона там на обгон фуры. Ну, по таким дорогам, ну сколько фура идет? Ну, 90-100. Кажется, что вполне себе вариант. Ну, так вот, и решил, что хочу еще готовиться, свои навыки совершенствовать. В принципе, я катал, ну, не то чтобы там часто, несколько раз за сезон катал мотокросс. И решил, что надо индуро-тренировки взять. И в этом году начал еще индуро-тренировки. Потом понял, что хочу свой эндурик. У меня рядом с домом и лесные тропы, до которых, там, не знаю, пару минут на мотоцикле. И карьер, до которого, ну, минут 10 на мотоцикле, на эндурике. Вот, решил, что хочу свой эндуро и, собственно, купил Старкварк. Ну, до этого тоже был отдельный видосик, снимал про выбор эндуро мотоцикла. И там первое место занял Старк. Ну, топовый эндурик, топовая подвеска, все топовое.
Он электричка, потому что я хочу выезжать из дома, прямо из гаража и ехать до места, не пугая соседей и людей вокруг. Кажется, что на прицепе возить, когда у тебя 10 минут до карьера и до лес пару минут, это вообще какое-то безумие. Поэтому взял еще электро, вот уже на нем катаюсь. В целом кайф, есть, конечно, свои нюансы, но ту задачу, под которую я брал, он выполняет, я вполне себе доволен. Ну, красота, конечно, ребятки, невероятная. Вот посмотрите на это. Еще вот на этом рассветном солнце. Потрясающе. Вот ради таких моментов и хочется путешествовать. Настроение отличное. Вчера сходил в баньку вечерком. Лег рано. В 10 уже спал. Проснулся в 4 утра. И вот в 5 утра уже с первыми лучами солнца стартанул. Ну, потому что сейчас жарко. Сегодня 33. Ну, то есть на солнце это все там 35-36. И едешь еще ничего, когда вот так вот свободно по дорожечке, но в каком-то плотном трафике или тем более на остановках прям тяжело. Вот останавливаешься особенно в мотоэкипе и сразу весь мокрый, потный и прям очень жарко, люто жарко. Красота вообще. Коровки пасутся, луга. Не альпийские, бабинские. Ну, давайте, пока еду, расскажу, как мой путь сюда проходил. Первую часть я первый день проехал до Туапсе, в принципе, по расстоянию там, по-моему, не больше 200 километров. Но из-за того, что серпантин и пробки, у тебя пробки на мотоцикле, конечно, объезжаешь, но едешь с небольшой скоростью, а пробок от Адлера до Туапсе очень много. То есть каждый подъем — это фактически пробка. Я не знаю, сколько там его проезжает на машине, вот, но у меня на мотоцикле за него, по-моему, с остановками часа 4. Ну, то есть если без остановок ехать, ну, где-то часа 3. То есть первый день как такой въехаться, почувствовать дорогу, мотоцикл. Ну, мне кажется, самое, ну, вот даже вот сейчас вот фура едет на подъем, и все за ней стоят. Вот. Второй я день от Туапсе поехал до поселка Псибай. Такой небольшой поселочек. Нужно было через Шуминский перевал проехать. В принципе, дорога там хорошая, местами даже отличная, за исключением самого перевала. Перевал такая грунтовка, гравийка. Ну, проехать можно, в принципе, на чем угодно, вопрос с какой скоростью. Потому что серпантин и достаточно большие камни. Вот, ну, то есть, в принципе, со скоростью 20 км в час можно и на шоссейнике проехать, только без особого комфорта. Я на своем, в общем, проехал без проблем. И где-то, ну, часов 6, наверное, с остановками, опять же, за него вот этот промежуток от Туапсе до Псибая. Ну, достаточно красивая трасса. Гораздо лучше, мне кажется, чем ехать по основной. Там есть две, не помню, вторая такая более скоростная, без вот этого, без всяких там оффроудов. Но по ней ездит фура, по ней ездят все машины, поэтому ехать в трафике на мотике не очень прикольно. Лучше ехать по тому маршруту.
от Сибая я опять же большую часть проехал по такой второстепенной дороге. Не помню, как называлась, но это не трасса. Это она идет через железнодорожный, выезжаешь на трассу только. Но дорога симпатичная. Местами ремонтируют асфальт, снятый асфальт. А так в целом выехал я рано утром. Встал в 4, выехал в 5. И вообще кайф. Машин практически нету. Я вот пока не выехал в железнодорожном на трассу, практически один и ехал. Здесь уже какой-то у нас подъемчик начинается, серпантин. Ну вот, и доехал я до Владикавказа где-то за часов, получается, сколько, если я выехал в 5, приехал в час, получается 7-8 часов. За 8 часов примерно доехал, ну тоже опять же с остановками, пофоткаться. Не спеша, с остановками на обед. Ну и в Владикавказе я уже был, считаю, рано днем, в час. Спокойненько доехал. Ну и рано утром стартанул с Владикавказа на границу. Ну как рано утром, где-то я 7:30 выехал, в 8 я уже торчал в пробке на границу. Границу прошел за 3,5 часа. Ну, с учетом, что полчаса еще мурыжили меня на допросе зачем-то непонятно. Ну, так у меня ничего такого нету с собой. Спокойненько отпустили. Ну и вот где-то через 4 часа я уже был в Степанциде. Там у меня отель забронирован. Собственно, вся дорога и прошла. Ну и вот и здесь уже пару дней в Степанциде, пока на 10 дней у меня здесь мероприятие. Вот просто езжу, любуюсь, кайфую. Сейчас решил по Военно-Грузинской проехать. Посмотреть, чё как. Ну что, вышел на радиалочку, на Военно-Грузинскую дорогу. Просто хочется покататься, посмотреть, что здесь вокруг. Навигатор не ставил, поеду по ощущениям. Погодка великолепная. Дождей вроде не обещают, но погода непредсказуемая, поэтому дождевичок на всякий случай беру с собой всегда. В горах особенно. Вот, вчера ездил вот в это ущелье, через поселок Сно называется. Очень красиво. К сожалению, камеру не брал, не заснял. Ну, может, еще когда-нибудь съезжу туда, сниму для вас и это тоже. Ну, а сейчас посмотрим, что здесь в округе бывает. Здесь какая-то крепость, дороги особо нету. Поедем дальше. Будем изучать местность. Что там на этой дорожечке? Куда она? Сюда тоже какая-то ведет. Но мне сюда хочется. Красотень. Эх, конечно, богата наша планета на красивые места. В какую страну не приедешь, везде какие-то офигенские красоты есть. Ну вот, лепота. Вот ради таких дорожек и стоит путешествовать. Едешь, вообще кайф. Горная речка, поле, солнце, настроение отличное, дорога отличная. Ну, не в плане покрытия, а в плане интереса. Кайф. Сплошной кайф. Вот такой бы ехал и ехал, честно говоря, вообще.
Где еще такие красоты можно увидеть? Не, на самом деле, наверное, много где можно увидеть, но ровно такие точно нигде. Каждое место, оно по-своему уникально. Со своим духом, со своим колоритом. Ощущения от места разные. Но вот так вот ехать и ехать — сплошное удовольствие. Приезжайте в Грузию, ездите по таким дорогам и кайфуйте. Ну что, выдвигаемся на маршрутик к ущелью Турсо. Сегодня хочу доехать до речки. Вчера времени не хватило. Маршрутик красивенький. Можно проезжать хоть несколько раз. Hello guys. Hi. How are you? Yeah, fine. Is it good road? Okay, maybe. There's some big water pool in big ones. Вот туристы из ближнего зарубежья говорят, что там будет очень широкая речка, где-то сантиметров 30-40, насколько я понял, глубины. Но по скользким камням я, наверное, на своей резине не полезу. Вот это вот речку пересекать слишком глубоко, говорит, здесь, типа, на твоем точно не пройдешь, слишком рискованно. Бурная река. Ладно, поехали по маршрутику. Чуть повеску сделал еще помягче. Посмотрим, как пойдет. Ну, какая красотень! А? Офигенский маршрут. Ребят, кто делает TED, респект. Здесь точно по этой дорожке стоит проехаться. Хорошо, что я оттачивал эндуро, навыки. Без опыта на эндуро я, честно говоря, бы сюда не поехал бы. Так, ABS Traction отключили. Выскочил из-под переднего. Так, вид как нам лучше. Пизи-пизи. Ну, так сказать, когда проезжаешь такой первый раз на таком мотоцикле, лучше все посмотреть. Ну вот мы и прибыли в долину Турсо. По тачкам в округе это чуть-чуть заносика не помешает. Это финальная точка. Но, насколько я понимаю, это солевые источники в долине Турсо.
Въезжаем в Нижнюю Сванетию, регион Рача. Ну или не регион, это национальный парк, скорее всего, это называется Рача. А, здесь красиво. Такие горы, усыпанные лесами. Сейчас уже озеро начинается, наверное, смотровая где-то сейчас будет. А вот оно озеро, но смотровой не вижу. Сейчас немножко кафешечка будет. О, здесь прям какая-то осень. Кусочек осени откуда-то. Интересно. Ну чё, выезжаем на вечернюю прогулочку. До Рачи сегодня решил не ехать, завтра доеду. Решил разбавить. Завтра буду по национальному парку, а сегодня вот съезжу в другую сторону. Не знаю, что там. Единственное, что я там видел, там какой-то клевый ресторан. Где-то в лесу, на озере. Может, туда доеду. Ну, а пока просто по дорожкам, куда глаза глядят. Здесь вообще кайфово ехать. Машин мало, виды прекрасные. И кругом винодельня. Ох, какая здесь речушка мощная. Большая. Красивая здесь дорога. Винные места закончились, начались горные. Хотя нет, винные места не закончились. Абсолютно понятия не имею, что там, но что-то мне сюда захотелось. А дорожка-то кайфовая. Такой цивильный Fire Road. Местные жители. Привет! Паренек радостный. Вот, прям здесь настоящая сельская Грузия. Прикольно, что заехал. Ой-ой-ой. Тут уже какой-то оффроуд. Ну, чуть-чуть. Дорога превращается из бетонной в каменистую. Проедем так. Здесь что-то мне не нравится вот эта штука. Но такая уже дорожка посложнее, чем я ездил. Покруче подъемы, спуски. Они, блин, по серпантину, ну, еще до 2,6 километров. И, конечно, вот по таким маршрутам уже лучше ездить с напарником. И лучше на эндуро. Вот занесло у меня, блин. На грунтовочку. На гравиечку, блин. Я сильно надеюсь, что там дорога.
Потому что обратно заезжать, поэтому будет сложно. Ну, вроде там какие-то селения есть, что внушает надежду, что там асфальт. Ну, или, по крайней мере, не грунтовый серпантин с камнями, с кулаком. Ну, а такая вышла необычная вечерняя прогулочка. На слонах я еще по такой не ездил. Траекторию жопу носит, что пипец. Не удерживается на заднем тормозе. Переднему вроде тоже чуть даю. Держись. Фу. Это было стрёмно. Еще 33, блин. В полном обмунировании. На гравий херачить. Но, Андрюша, интуиция тебя не подвела. Тедовские ребята молодцы. Но сюда лучше ехать на дуалспорте. Но либо на слоне с хорошим очень навыком. Но, с другой стороны, в общем-то, навык, он так и приобретается. Попадаешь в какую-то жопу, которая еще, очевидно, не по твоему уровню. Ну, ты же не знал, что там жопа. Хотя, когда кончилась бетонка и началась гравийка, у меня на секунду проскользнула такая история, что там может быть такое. Но что-то потом я подумал, ну, вроде сейчас-то ничего, дорога нормальная, но наверняка там сейчас она закончится и будет такая же бетоночка. Ну, проеду я там сколько-то сотен метров по такой дороге, ничего страшного. А когда проезжаешь какую-то, сколько-то эти сотни метров она не заканчивает, то думаю, блин, ну не разворачивается, я уже такую жопу проехал, может она сейчас закончится? Она не заканчивается. И ты уже думаешь, вроде и назад уже повернуть, как-то не оно. И вперед ехать, стрёмно, блин. И едешь вперед. И получаешь весь необходимый экспириенс. Или не очень необходимый. Не, в принципе, так оно ничего, конечно. И подъемы нормально. Вот спуск. Спуск он просто это... Особенно, когда резкие серпантины. Резкий поворот, заваленный камнями. И под углом на спуске это, конечно, жесть, потому что удержать очень сложно. Ну, тренировки баланса чуть-чуть помогли, но хотя в самых сложных участках приходилось ногами поработать. Потому что на одном балансе мне бы, наверное, не хватило бы скилла его удержать. Слишком уж сложный элемент. И камни большие, и спуск, и поворот. Я такое на тренировках еще не отрабатывал. Ну и в Подмосковье таких камней-то и не бывает. Таких гравийных серпантинов с большими камнями и нету. А по грунту-то, ну, пойди попроще.
сколько, 7 уже получается. Через 2 часа темнеет. Поужинаем и домой. Ну, когда вот он, заезд тут по этой дороге, а там такая объездная, гравийная. Ну, сколько? Ну, почти минут, наверное, 30-40 я и ехал. Охренеть, все еще 33. 7 часов. 33 градуса. Адреналина так хапнул, что уже хочется спокойненько ехать. Без всяких выкрутасов. Да, и так ешь всегда спокойно. Но было стрёмненько. Стрёмненько. Но с другой стороны, хорошо, что заканчивается хорошо. Не упал, не повредился, мотоцикл не повредил, и слава богу. Сам живой, слава богу. Привет, встречаю рассвет в национальном парке Рача. Тишина, утро, речушка журчит, вокруг никого. Ехали в туман. Стало прохладненько. Даже 19 градусов. Вот уже и доехали, по-моему, до Они. Сердце Рачи национального парка. Что самое кайфовое летом в Грузии, это то, что когда встаешь утром, не лениво останавливаться и смотреть на такую красоту. В общем, заехал я на дорожечку какую-то вдоль ущелья. Понятия не имею, что это за дорожка. Вот так у меня сегодня формат. Еду куда хочу. Увидел дорожку. Мне захотелось сюда поехать. Посмотреть, что там. Интересно ведь. Ну, это бывает такое. Что в селе дорога не очень, а из села уже опять нормальный асфальт. Но если просто дорога идет, и вдруг она становится хуже, превращается в грунтовку, значит дальше будет еще хуже. Здесь прям совсем дикие места. Машин практически нет. Может, это и есть дорога? На месте. Теперь я точно все дороги здесь проехал. Все, что съезды видел, на всех побывал. Поедем в отель, пообедаем. Вчера познакомился с ребятами, здесь в Грузии живут. Они мне рассказывали здесь хоть что есть в этой Раче. И я ж поехал, как всегда, не знаю ничего. Они сами не были, но в отличие от меня они планируют маршруты, читают. Я дело не люблю. В общем, оказывается, и из Рачи есть проезд в Местию. То есть это Верхняя Сванетия. Там какой-то есть перевальчик. Дорога, говорят, не очень, но проехать в целом можно. Но
у меня время не позволяет уже такой маршрут сделать. Так что Верхняя Сванетия в этот раз мимо. Здесь ничего не видно. Значит, ну, кто-то, если хочет, вот здесь вот классный, соответственно, заезд на Они с трассы. Есть заезд на Они с трассы, и вот здесь можно вот по таким вот дорожечкам доехать до Они, а там, соответственно, где-то есть эта дорожечка через перевал и проехать в Верхнюю Сванетию. Мне кажется, очень клевый маршрут. Ну, выдвигаемся пообратненько в сторону России. Из Рачи Сванетия нижняя. Обратно еду по другой дороге. Такой серпантинчик, который выходит к трассе поближе к Тбилиси. Ну, пока дорога отличная. Только один небольшой участок разбитый. В остальном все хорошо. Сегодня посмотрим, ну, скорее всего, доеду до границы, там переночую и с раннего утра поеду на КПП, попробую пройти его пораньше, часов 6-7 утра, доехать до туда. Здесь и такое. Вроде едешь, нормальный асфальт, бах, и какая-то вот такая вот хрень. Вообще очень приятная дорожка. Советую проехаться, когда будете в Грузии. Собственно, есть два заезда в Рачу. С трассы, когда едешь от Тбилиси, вот этот заезд, это первый поворот с трассы. Там будет даже указатель Они. Есть еще через озеро Шаорми или Шаоми, что-то вроде этого. Это второй заезд, он через километров там 80 примерно, 100 может. Вот можно по одному въехать, по другому выехать. Такой клевый кольцевой маршрут через Рачу. Вообще, конечно, Тигр 900 GT очень прикольный, идет по таким вот дорожкам, и вообще вопросов нет никаких. Хотя какие у меня могут быть вопросы, это очень, по сути дела, первый нормальный мотоцикл, по которому я езжу по таким дорогам. Старые Гималайны вообще ни в какое сравнение не идет. Но T-Max это вообще другой класс. А на других я по серпантину по таким не ездил. О, какая-то долинка красивая. Не, вообще, конечно, в Грузии очень много красивых мест, точно достойные
регион для мотопутешествий, да и не только для мод, конечно. Едешь, прям кайфуешь от видов, от погоды, от людей, в большинстве случаев весьма отзывчивых и добрых, за редким исключением. Но еще один плюс именно этого маршрута по сравнению со вторым заездом в Рачу. Здесь горы повыше, и в жару вот сейчас внизу 33, а здесь вот 24. Едется комфортно. Офигенно красивое озеро. Фактически в начале, здесь от Тбилиси, военно-грузинской дороги, вот как начинается подъема водохранилище, не знаю, как называется. Вот такое бирюзовое, очень красивое, огромное. Фоточки огонь получаются. Вот это, наверное, пожалуй, самая известная в России долина минеральных вод. Ессентуки-то точно все знают. Так же, как и Боржоми в Грузии. Ребята на эндурах ездят. Наверняка здесь в Ессентуках и Кисловодске есть какие-то эндуро-туры. Не знаю, посмотрим, может поищу. Но пока что-то я уже от Грузии ехал, уже немало задолбался. Ну, может, в отеле чуть-чуть передохну, настроение появится, но пока от эндуро у меня точно никакого желания нету. Вот он и славный город Кисловодск. В этот раз я встал пораньше, чтобы границу пораньше перейти, и время хватило не в Владикавказе остановиться, а куда-нибудь подальше заехать. Ну, вот, до Кисловодска, от Владикавказа, наверное, часа 3-4, как ехать. И решил я в этот раз денечек побыть, а может не денечек, посмотрим. У меня есть день запасов на всякий случай. Если сильно понравится, можно здесь и 2 дня провести. Но сейчас хочется пока передохнуть. А потом посмотрим, что сначала в Кисловодске здесь снял какой-то хороший резорт. Вернулись мы в Сочинский регион, проехали перевал. Теперь, в общем, до финальной точки меньше полусуток спокойной езды. Еще и день в запасе остался. Ну, не знаю. Посмотрим. Наверное, в Красную Поляну поеду.
решил. Ну что, сегодня предпоследний день. Завтра сдаю утром уже мотоцикл на поезд. Сегодня решил так, по лайту, по кайфу, поездить по Красной Поляне, без какой-то определенной цели и намерений. Потом заночую в Адлере. И на этом мои 3000 километров по Краснодарскому краю, Кубани, Кабардинке, где я еще был, Осетия, Грузия, ну и, наверное, еще какие-то края и веси России. Прекрасное путешествие. Ой. Ну так вот, на самом деле опыт интересный и отличается от того, что было у меня в Гималаях. Много чем отличается. Ну, во-первых, это первый мой опыт одиночного путешествия на мотоцикле. В Гималаях мы все-таки ехали с группой, с гидом, машиной сопровождения технической. А здесь предоставлен сам себе. И в этом, знаете, тоже есть определенные плюсы. То, что можно выехать, повернуть направо или налево, как сейчас, приехать не туда, и, в общем, нету как такового туда или не туда, потому что ты едешь сам и, в общем, едешь куда хочешь, и в этом есть своя прелесть. Но минусы для меня, конечно, на оффроудных сложных маршрутах. Вот там все-таки хотелось бы какое-то человека с опытом, ну или, по крайней мере, если какой-то попадешь в сложную ситуацию, чтобы можно было эту ситуацию там вдвоем, втроем разрулить. Вот. Я, конечно, на лютый бездор не выезжал, но у меня и мотоцикл не для этого. Но понял для себя, что такие оффроудные маршруты лучше ехать, ну, как минимум вдвоем, можно с группой. На по таким можно и кататься одному. Тут вообще, так, не знаю. Ну, ехать в своем ритме, там, останавливаться, когда устал, ехать, когда много сил, останавливаться, покушать, переночевать, где кажется, что именно это место тебе подходит. Это классно. Так, понял, что в режиме серпантинов мне в районе 300 в день. Ну как в день, я никогда целый день не еду, я еду с утра, ну по-разному. Это может быть, если короткий переезд, там часов в 9 утра могу выехать, если подлиннее, то часов в 6, в 5 иногда. И я еду где-то до часу, иногда до 4. Но, по-моему, дольше я еще не ездил. Ну, потому что уже после 5-6 часов уже не в кайф. Уже устаешь, уже больше остановок. Ну и как-то вот прям превращать путешествие в какой-то спринт, что надо рвать из точки А в точку Б. Нет, я
не для этого путешествую. Хочется путешествовать в удовольствие, места посмотреть. Так. Да, конечно, конечно. Места посмотреть, красоты, удовольствие получить. То есть просто сорви голова, там, жарить по маршруту. Это не то. Но для меня, по крайней мере, не то. Ну вот едешь спокойно, не спеша, смотришь вокруг, успеваешь замечать. А когда вот так вот, кроме дороги, ничего не успеваешь заметить. В общем, путешествие ехать, как говорят, на последние деньги, да? Так, есть... Нет дороги. Точно не мой формат. Вот, если это не серпантин, а какие-то быстрые дороги, ну, там можно уже, да, там, по 500, ну, 600 я, по-моему, максимум проезжал. Но у меня чистых автобанов-то и не было. Был там просто кусочек. Когда ехал до Владикавказа. Ну, там, не знаю, километров, наверное, 150, может. Остальное это серпантин. Ну, по автобанам тоже не понравилось. Ну, едешь, но единственное, что, конечно, круиз-контроль это вообще потрясающая штука, потому что вот держать ручку несколько часов, по сути дела, все равно едешь, камер дофига в одном и том же положении. Скорость держишь, и, ну, со временем уже мышцы напрягаются. Вот, и как-то впились в потоки бесконечных фур, обгонов, ну тоже уже, ну не знаю, может я, конечно, еще не привык, но как-то я напрягаюсь больше от дороги, больше внимания туда, но особенно если едешь в каком-то плотном трафике, там, фур, постоянно в таком напряжение, здесь обогнать, здесь там что, вот здесь светофор, здесь пробка. Ну, то есть больше в трафике, и как-то вот этот кайф теряется. Поэтому ехать по каким-то окрестным дорогам, ну, типа такой вот, здесь вот дорога, которая Бановская на Красную Поляну, а здесь вот старая, по-моему, она называется, не помню, как она называется. Ну, вот, здесь поток меньше, едешь, в удовольствие ты там не возишь вот в вагонах, там, мам, там, это, туда-сюда. Ну, то есть, если хочется как бы покататься, да, ну, это можно просто там, не знаю, где-нибудь у себя в городе сделать прохватик часок-другой. Для этого совершенно не обязательно ехать в путешествие. На формате путешествия хочется вот таких вот дорог, без машин, красивых, желательно по серпантинчику, в горах. И спокойненько ехать, так сказать, впитывая в себя все, что происходит вокруг. И тогда вот и возникает вот это удовольствие и кайф у меня от путешествия, ради которого я в такие места и езжу. Ну и планирую еще ездить. В целом формат мне понравился. Не все было просто, конечно. Первое время, естественно, я привыкал к мотоциклу, который, ну, по сути дела, новый для меня. Вообще к такому формату путешествия.
которые тоже новые для меня. Ну, короче, голова такая включалась и там какие-то рисовала, что здесь вот. Ну, это на самом деле правильно, что надо быть повнимательнее, потому что все-таки много еще навыков не на автомате. Поэтому какие-то были зажатости поначалу, особенно ехал. Так, а здесь как обгон, как это, здесь как движение. Ну, то есть много работала голова на анализ. А когда голова работает на анализ, отключается вот это восприятие всего, что происходит вокруг, удовольствие от того, что происходит вокруг. Ну, в общем, какое-то чувствовал я напряжение, ну, потом со временем оно поменьше становилось, и когда вот такие вот дорожки, можно ехать спокойно, без напряга какого-то потока, едешь себе, едешь и кайфуешь. Но самое главное — выбирать тот формат, от которого есть удовольствие. И за это путешествие я почувствовал этот формат. Какие дороги, какие места, какие условия. Мне хочется, чтобы, так сказать, получить кайфушки от путешествия. Ну, еще я понял, что с палатками тоже не мой вариант. У меня сколько там, не знаю, 35 литров, по-моему, один кофр полностью забит кемпинговым снаряжением, которое я ни разу не достал. Включаем там сублимированная еда, палатка, коврик, спальник. Ну, в общем, все, слава богу, все минимально. Вот, то есть в 35 кофр литров все это влезло. Но тем не менее, вот это хозяйство я всю дорогу провез, и этот кофр ни разу не открыл. Ну и вот еще один вывод. Я понял, что после 4 часов, 8 часов дороги, последнее, что мне хотелось, это достать палаточное снаряжение. Значит, последнее, то, что хочется, это достать палаточное снаряжение после целого дня на мотоцикле. Ну вот, ставить палатку, спальник разворачивать, коврик, костер, еду готовить. Ну, в общем, на самом деле приезжаешь в большинстве случаев уже после дня достаточно уставший. И какие-то отельчики построили. Приезжаешь достаточно уставший, и не хочется вот этим всем заниматься. Плюс здесь я ехал, да, можно сказать, все дни. За исключением, там, не знаю, несколько часов в горной части Грузии, в Казбеге, там, когда выше 2000. Всегда я ехал, температура была 30-38. И вот в такую жару невероятный кайф очутиться где-то в номере с кондиционером, с душем. Вот, все с себя это мокрое, не очень вкусно пахнущее снять, одеть чистую одежду, помыться. И это просто must-have для меня стало удовольствие. В общем, по-другому даже и не хотелось. И при одной только мысли, что нужно, сейчас просто в палатке где-то встать и, так сказать, без душа, без кондиционера, сидеть еще до заката солнца в плюс 30.
И это, конечно, вообще не кайф. Абсолютно не кайф. Поэтому, собственно, я и ни разу это снаряжение свое и не достал. Ну, оно имеет место быть, если там, не знаю, не так жарко, например, или не так устал. Но просто вот у меня таких дней не было. Или ты заезжаешь куда-то там на какой-то оффроудный трек, где вообще нету никаких гостиниц, и у тебя вариант только с палаткой, тогда да. Тогда имеет место быть. А если ты ездишь вот по таким местам, как я, Юг России, Грузия, Турция, ну, в общем, на самом деле, какой-то дорожный туризм, особенно если жара, то и есть возможность взять отель с кондиционером и с душем. Ну вот честно, да, у меня была такая, знаете, чтобы просто видосики снять, как я там в палаточке и так далее. Но как-то даже вот эта мысль, что ради видосиков остановиться и поснимать, остановиться там, где не хочу. Ну, в общем, я так не люблю делать. Не для контента я это все делаю, чтобы, так сказать, самому получить опыт и этот опыт получить в удовольствие. Таким поможет в Красной Поляне. Поэтому я эту идею и бросил с палаткой. Вчера снял готовую палатку, ну, глэмпинг, да, которая палаточка уже с кондиционером. Давно я не был в Красной. В общем, глэмпинг с кондиционером, с душем, но в то же время палатка, хотя на самом деле там одно слово палатка, это такой полноценный номер. В общем, в какой-то степени гештальт закрыл. Да, много новых мест в Поляне открылось за это время. Последний раз я здесь, не знаю, года 3 назад был. Да не, больше, 5, наверное. Развивается, конечно, туризм в России. Вот, даже приезжаешь вроде, вот, не знаю, Майкоп, Сибай, вот такие не на слуху города, там, поселки или вообще село. Везде есть какие-то уютные места, отели. Вот. Везде цивильно. В отличие от Европы, в которую приезжаешь, где города тонут в мусоре, у нас везде во всех городах чисто, безопасно. В общем, путешествовать по России в последнее время это вообще сплошное удовольствие. Колоссальными темпами все развивается. Конечно, вот когда я начинал на машине путешествовать лет типа 20 назад, может побольше, конечно, это просто колоссальный прогресс. Земля и небо.